Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня предлагаю вам мощную чистку родового канала. Пожалуйста, думайте сейчас о себе, о ваших родных и близких. Вспомните сейчас тех людей, кто ушел из жизни, ваших родных и близких. Можете нажать на паузу, приготовить фотографии. Итак, мы начинаем. Чистка родового канала. Угу. Все. Теперь, пока воск застывает, я буду читать заговор. Вы внимательно слушайте. Воск кипит, закипает. Негатив с родового канала снимает. Родовой канал открывает. Воск отливаю, родовой канал очищаю. Все, что родовой канал закрывает, что родовому каналу работать мешает, что энергию в канал не пускает, что связь с родом нарушает, родовой поддержки лишает, снимаю воском. С вашего имени отливаю печати, порчи, крадники, закольцовки, привязки, блоки, негативные магические программы и подпрограммы, подцепленные, колдунами и колдуньями посланные, по роду перешедшие, от родителей, бабушек, дедушек полученное, самому себе созданное. Воском отливаю, в воске навек запираю. Родовой канал, ваше имя, очищаю. Слово мое крепко, дело мое лепко. Как я сказала, так тому и быть. Ключ, замок, язык. Еще дважды прочту. Воск застывает, и затем мы посмотрим, что выльется у нас во время очистки, какие нам порчи и негативы выйдут. Итак. Воск кипит, закипает, негатив с родового канала снимает, родовой канал открывает. Воск отливаю, родовой канал очищаю. Все, что родовой канал закрывает, что родовому каналу работать мешает, что энергию в канал не пускает, что связь с родом нарушает, родовой поддержки лишает, снимаю, воском отливаю. Печати, порчи, крадники, закольцовки, привязки, блоки, негативные магические программы и подпрограммы, подцепленные, колдунами и колдуньями посланные, по роду перешедшие, от родителей, бабушек, дедушек полученное, самому себе созданное, воском отливаю, в воске навек запираю, родовой канал, ваше имя очищаю, слово мое крепко, дело мое лепко, как я сказала, так тому и быть, ключ, замок, язык. Застывает. Еще раз читаем. Так. Воск кипит, закипает. Негатив с родового канала снимает. Родовой канал открывает. Воск отливаю, родовой канал очищаю. Все, что родовой канал закрывает, что родовому каналу работать мешает, что энергию в канал не пускает, что связь с родом нарушает, родовой поддержки лишает, снимаю воском, с вас отливаю. Печати, порчи, крадники, закольцовки, привязки, блоки, негативные магические программы и подпрограммы, подцепленная, колдунами и колдуньями посланная, по роду перешедшая, от родителей, бабушек, дедушек полученная, самому себе созданная, воском отливаю, в воске навек запираю, родовой канал, ваше имя очищаю. Слово мое крепко, дело мое лепко, как я сказала, так тому и быть. Ключ, замок, язык. Итак, дорогие мои, застывает наш воск. Сейчас посмотрим, что же мы с вами, что же мы убрали, какие программы будем мы выливать сейчас. Давно планировала такую чистку. И вот время пришло. Так, секундочку, секундочку. Угу, все. Ай-яй-яй, посмотрите, что здесь у нас. Вы только посмотрите, мои дорогие. Так, я вижу здесь в роду были какие-то распри из-за жилища, из-за дома. Посмотрите, вот крыша дома. Вот внутри люди сидят. Скорее всего, может быть, кто-то, ну, может быть, чье-то забрал себе, знаете, кому-то принадлежало, а человек себе забрал. Такое тоже может быть. И это пошло по роду, такое наказание.
Так, здесь также вижу, вот сидит женщина с ребенком. Возможно, были какие-то события, связанные с ребенком, но здесь такое ощущение, что, может быть, кому-то была даже сделана такая порча, чтобы были либо проблемы с детками, с деторождением, либо с, не знаю, с характером ребенка, ну что-то такое, детские проблемы, да, чтобы вот все время, видите, вот женщина сидит, вот держит на руках ребеночка. Простите. Так, перед кем-то вот закрыты двери. Смотрите, вот стоит человек, перед ним закрыты все двери. То есть куда ни поткнется, куда ни пойдет, все время ему не везет. Здесь идет порча на невезение, понимаете? Чтобы все время были закрыты двери. Так, вот смотрите, человек стоит, вот голова, вот две руки поднял. Человек кричит. Кто-то, возможно, какие-то скандалы, свары, рассорки, чтобы в доме были рассорки, чтобы все время в скандалах люди варились, кипели, понимаете? Вот идет кому-то порча на одиночество, чтобы человек сам шел по дороге жизни один, без помощи, без любви, без поддержки. Либо даже встречая половинку свою, все-таки ее, скажем так, терял. Так. Здесь вот вижу, кто-то лежит, не встает. Возможно, порча была, проклятие было, какое-то влияние было извне на то, чтобы у человека были проблемы со спиной, с ногами, чтобы были проблемы с передвижением. Так. Вот рогатого вижу, смотрите, какой рогатый. Тут были какие-то вмешательства, конечно, колдуйские были, однозначно, так, в течение там по роду, если копнуть, то было и такое, были какие-то поделки. Так, вот вижу, порча идет на то, чтобы в личной жизни все время не везло. Смотрите, какая дыра в виде сердца. Вы видите? Чтобы все время было разбито сердце. Что нет взаимной любви, да. Либо вроде и любовь есть, но все равно есть измены, есть расставание. То есть на то, чтобы все время разбито сердце было. Это, дорогие мои, мы все вылили, это мы все выбросим, уничтожим, понимаете? И у вас будет все улучшаться и налаживаться. Все будет улучшаться и налаживаться. Мы с вами вылили воск горячий еще. Мне горячо его держать. Понимаете? Еще. Но хочется очень посмотреть, что здесь. Что мы с вами вылили, дорогие мои. Так. Вижу, у кого-то была порча на то, чтобы деньги не приходили, чтобы на бедность именно. Вот это тоже будем убирать. Вы будете смотреть, как вам начнут липнуть буквально деньги. То есть предложения какие-то по работе пойдут. Начнет попадаться какая-то хорошая работа с хорошей оплатой. Понимаете? Так. Кто здесь у нас с одиночеством долго не может сложить пару, будет у вас пара. Будем все это счищать. Вижу, что будет вам пара. Это мы все уберем, все эти негативы. Очень много вижу сделано на ссоры, на то, чтобы люди вот ссорились, кипели, дрались даже, может быть, вот что-то такое, понимаете, чтобы вот это вот то, что семейное, то, что крепкое, что должно поддержку давать, да, чтобы оно было хрупким. Вот что вижу. Вот такая была работа, понимаете? Здесь и вольная, и невольная, понимаете? Кому-то и в спину прилетело то, что человек, может, не думал, что у него язык такой крепкий, а оно прилетело. Так, очищаем ваш рот, соответственно. И детки ваши, тоже будем с них все это снимать. Все это будет утилизироваться, да? Заговорилась, но так бывает. Много говорю, потому что... Так, здесь у кого-то проблемы, значит, будем убирать. Это с щитовидкой что-то связано, гормональные какие-то проблемы. Я вижу, что они принесены извне, понимаете? То есть так разрушенная энергооболочка так отреагировала, что начало уже и физические какие-то пошли нарушения. Именно из-за вот этих вмешательств, то, что мы перечислили все. Так. Вижу здесь тоже у кого-то, знаете, родители и дети какие-то, нет взаимопонимания, нет
как уважение, нет такого, чтобы прислушались. Вот это тоже будем все чистить. Вам даже вот, может, будет это удивительно, но вы заметите, как будет что-то меняться, как к вам приедет ваш родной человек, сыночек, доченька, и нормально будет с вами говорить, и какой-то совет спросит, и что-то привезет, и о вас позаботится, и спросит, как ваши дела. То есть будут идти, налаживаться именно семейные дела. Так. У кого-то, видите, кто-то, может, был в браке, затем люди либо разошлись, либо, может быть, кто-то овдовел, тоже так может быть. И по воле, скажем, каких-то там негативных людей в вашей жизни, которые вам встретились, да, вместо того, чтобы вам снова встретить свое счастье, уже пусть даже позднее, да, тоже вот идете вы в одиночестве, а мы будем это убирать, мы это все выбросим. Поэтому тут пара идет, взрослым дамам пара идет. Будет у вас пара, будет у вас половинка. Все, что негативное вы тут поймали, мы с вами это все выбрасываем. Действительно, тут была работа колдуйская. Посмотрите, он шляпа какая колдуна. И человек прячется. Видите, спрятался, как за какой-то столб. Вот такое платье идет. Ну, или такой балдахон, бы я сказала, да. Человек прячется. То есть это какие-то были такие влияния на судьбы других людей. Тихонько, чтобы человек не знал. Вижу тоже здесь... люди выкручиваются. Вот, видите, как покрутила. Вот, покрутила как. Это могут быть проблемы, из которых человек никак не может, только из одной выходит, в другую попадает. Из одной выходит, в другую попадает. Это также могут быть, ну, какие-то заболевания такие, знаете, как суставы там выкручивает и так далее. Это может быть тоже результатом вот этого всего негативного, что мы с вами увидели только что вылилось. Так, кто-то здесь стоит на коленях. Вот он внутри, смотрите, там стоит человек, плачет, голову опустил на коленях. Здесь человек как очень много потерял в жизни. Пришло осознание, возможно, сам наломал дров, понимаете? Но здесь тоже не без вмешательства вот этих сил посторонних, энергетических этих пробоин, когда человек идет и делает глупость за глупостью, понимаете? Он потом вот осознал. Здесь тоже этот человек будет вставать с колен и идти дальше уже с высоко поднятой головой, будет его жизнь исправляться. Это могут быть тут зависимости. Дорогие, простите, да, что реально вот много говорю, и мысль летит вперед, чем мой язык, понимаете, и поэтому он выдает не то немножко. Так. Смотрите, у кого-то здесь есть венок вот этого безбрачия, да, то есть как человек, ну, женщина не может никак выйти замуж. И есть вроде мужчины, есть какие-то встречи, как никто не зовет на самом деле. Вот здесь будет это меняться ситуация. Встретите вы человека, зайдет в вашу жизнь, который скажет: хочу быть с тобой, хочу идти с тобой дальше по жизни, и давай будем вместе жить. То есть вот здесь венец безбрачия будете вы снимать. Тоже такое вижу. Так. Тут у кого-то еще, знаете, что идет? Как хроническая усталость прямо какая-то. Хроническая усталость. На ваш род как-то было влияние. Влияние было связано с любовью. То есть кто-то кому-то хотел насолить именно за нелюбовь, за непонимание. И так вот оно прицепилось и пошло, и пошло. Поэтому вот это ваше такое состояние, оно не только у вас, еще у кого-то в роду такое есть, либо такое было. Если поспрашиваете, то узнаете. Вот это тоже будет от вас потихонечку отходить. Не за один день, не завтра, но какое-то время, через время вы будете замечать, что начинает жизнь ваша меняться, улучшаться. Вот так. Ой, как тепло, хорошо. Дорогие мои, я, ну, почти все вам рассказала, кроме таких уже совсем вещей жестких. Такое я не буду говорить на ютубе, то, что я увидела. Здесь есть очень жесткие вещи. Но я вам хочу сказать, что здесь есть вещи, которые связаны с жизнью и смертью. Я это не буду говорить. Но я хочу сказать, и это мы тоже с вами почистили. Поэтому я утилизирую этот воск.
и вы идете дальше по жизни чистыми, и будете потихонечку становиться счастливыми. То, что вам казалось, что вам это не дано, оно вам дано. Оно просто было перекрыто. Вам это все будет открыто. Поэтому очень сильная сейчас у нас прошла мощная чистка. Пожалуйста, попрошу, поставьте, конечно, лайк. Можете что-то написать, ваши отзывы. И подписывайтесь. И пусть это как можно больше людей посмотрит. И выше пойдет это видео. Больше людей тогда увидит. Вот такая у нас сегодня чистка. Всех люблю и обнимаю. Следующую чистку сделаем на именно чисто женскую, да, на любовные отношения и там и на денежки. Потихонечку все будем делать. Люблю, обнимаю. Всем всего желаю наилучшего. Добра, мира, любви, здоровья, денег, успехов. Всего-всего. До свидания, дорогие мои.